Greetings again. Еще раз приветствую их. Мы облегчим жизнь переводчикам. И те, кто там вздремнул, под такой ласковый звук украинского языка можете просыпаться. Но этого Томас не говорил, это я от себя добавил. What did you say? Wake up. Wake up. Yes, wake up. And I'm not sure if it's a good idea when we're on a very tight schedule to have a speech when we have to also interpret it. Конечно, очень тяжело получить короткий период времени для доклада и в это время еще уместить перевод. I said many wonderful things when I wrote this, but I'm tightening it up, I promise, and we will try to do it only in 25 minutes. Знаете, столько прекрасных идей в моем докладе, но, на жаль, вы некоторые из них не услышите, потому что нам нужно уложиться в график. So I come from and was educated solely in the West. Я хочу вот еще раз повториться, что я получил образование на Западе. Thus, it's likely not going to be a surprise to any of you. Но сейчас, конечно, мы от этого не удивляемся. That whenever I heard about Reformation history, my scope was limited by the Western lens. Но когда я вот изучал вопросы реформации, то я изучал это через западное понимание. In preparing for this conference, however, I observed that while the trajectories of liberty and hope leading toward the Reformation were shared by both parts of Europe, do you want me to go? Their experiences of this and coming out of this Reformation were very different, and it's been good to learn that. И если вот мы изучаем саму реформацию, то мы можем видеть, что определенные процессы и на Западе, и на Востоке, они шли в одной траектории, в одном направлении, но результаты, чем закончилось вот начало реформации на Западе и на Востоке, отличаются. Since I am only a Bible scholar, this afternoon I have modest goals, which we might appropriately call reflections. But then I hope to conclude my talk with a word of encouragement to you. Ну и поскольку я больше ученый-библеист, и мы рассмотрим несколько текстов в этой связи с реформацией, но я потом закончу свой доклад словами мотивации, ободрения. As I shared before, being a student of the Bible, you might not be surprised that I want to begin my talk with a verse from the translation of the Vulgate. It comes from Psalm 2:1. И поскольку я преподаю Библию в ЛЦС, я хотел бы поделиться одним стихом из Библии, который записан в Псалме 42, но как это звучит в вульгате, в латинском переводе Библии. The verse reads, "In the same way that the stag is drawn unto the sources of water, so my soul is drawn unto you, O God." И как лань желает потоком воды, о Боже, так душа моя желает к Тебе. Буквально, вот даже в церковнославянском я смотрел, да, к источникам воды. In this verse is a phrase that captures the original urge of the Reformation as it emerged from the Renaissance, ad fontes, or back to the source. И вот в этом стихе как раз отражается одна из главных идей реформации, ad fontes, то есть назад к источникам, слово, которое вот в латинском переводе Библии используется в этом стихе, 42:1, Псалом. So in the Renaissance emerged a spark of hope to meet Christ by returning to the Word of God in its original languages. В период Ренессанса вот появилась такая искра надежды, что можно будет все-таки лучше понять Слово Божье, начав опять изучать древние языки, греческий и еврейский. And this spark gave birth to the hope that people might recapture unity with the earliest Christians. И надежда была в том, что люди, начав изучать Библию на древних языках, они снова обретут единство или объединятся с ранней традицией церкви, с ранними христианами. But this hope quickly transformed into revolution. In 1519, when Erasmus offered his translation to the scriptures, it would have been easy to see this work as an attack on long-established power structures of understanding the Bible. Но вот эти надежды, они по сути закончились революционными изменениями и движением, поскольку в 1519 году, когда Эразм Роттердамский переводил Писание, то его перевод восприняли как нападение на уже сформировавшиеся церковные структуры с определенной властью.
And a year later, when Martin Luther wrote to Pope Leo X, in which he declared these words, "All we Christians are kings and priests, and we are lords of all things, and may be confident that whatever we do in the presence of God is pleasing and acceptable to him." А годом позже, в 1520 году, Мартин Лютер в своем письме папе Льву X он писал следующие слова, что мы все христиане являемся царями и священниками, и все, что есть у Бога, оно принадлежит нам. И поэтому мы выражаем в этом свою уверенность в том, что Бог присутствует в каждом из нас, и мы можем, каждый из нас, удовлетворить Его. Luther sensed that his words about freedom would be held responsible, and indeed they were. И Лютер знал, что к этим его словам отнесутся очень серьезно, и мы видим, что действительно реакция была очень серьезной. So waves of suspicion from leaders, both from within and outside the church, emerged. And so did many Western sects and divisions, of which Erasmus proudly proclaimed that he was never a part. И поэтому вот сразу же возникли разные подозрения в отношении Лютера, как со стороны церковных властей, так и со стороны народа. И ему начали, скажем так, приписывать то, что он на самом деле не подразумевал. Despite his skeptical approach, I appreciated McCullough's recent work on the Reformation that unfolded several changes that may appear unrelated, but when we take them as a whole, it would be difficult even for today's modern person to swallow. И вот есть такой ученый реформации Маккалов, у него очень скептический подход, взгляд на изучение реформации, и он говорит о некоторых изменениях, или находит некоторые изменения, которые произошли в этот период и очень важны вот сейчас в контексте нашего мобильного общества. On the positive side, science confirmed that Earth was not the center of the universe. Он делает следующее наблюдение. Вот в тот период, например, наукой было доказано, что Земля не является центром Вселенной. Erasmus's translation of the Bible raised the possibility that marriage might not be a sacrament. То, как Разм Роттердамский перевел некоторые стихи из Библии, поднимало вопрос, что брак, оказывается, это не таинство. And there was a resurgence of the feminine voice in the church. И также вот совершенно по-другому начали, скажем так, относиться к женщинам или голосу женщин в церкви. On the darker side of change, many church bells that had rung times for worship were melted down for use as weapons. А с другой стороны, вот этот ученый говорит о том, что церковные колокола начали переплавлять на оружие. There was an ecumenical war waged on humans who were identified as witches. А между христианами, вот разными конфессиями возникли, скажем так, религиозные экуменические войны. Personal penance between priest and confessor became public discipline through shame, symbolized by the stool of repentance. Он говорит, что в это время тоже вот тот священник, который принимал исповедание, и человек, который исповедовался, то есть вот этот сакральный момент, он стал инструментом публичного дисциплинирования или публичного воспитания человека. And I was surprised that even attitudes toward same-sex relations experienced a shift during the Reformation for both Protestants and Catholics. И он также говорит, что даже вот вопрос однополых отношений в период реформации, отношение к этому изменилось. There emerged such an aversion to it that it was written, "The devil, if he saw it, surely would fear it." Потому что в этот период появилось такое выражение относительно этого явления, что если бы дьявол увидел бы это явление, то он бы сам убоялся бы. So in the West, Turks and Muslims together were placed into the same category as sodomites. И вот в этом контексте однополых отношений начали классифицировать мусульман и турков наравне с содомитами. So what has fascinated me is to have discovered that in the East there appears to have been greater tolerance. И вот что меня удивляет и вдохновляет, что вот в период реформации на Востоке было больше толерантности в отношениях друг с другом. In Poland, Lithuania, for example, Jews were able to thrive. Вот когда мы говорим о польско-литовском государстве, там евреям жилось лучше.
The first book translated into Lithuanian was Luther's Short Catechism. Первая книга, которая была переведена на литовский, это был краткий катехизм Лютера. Catholics held the majority, and the Grand Duke developed close relations with the Orthodox Metropolitan of Kiev. И хотя большинство, скажем, населения в Литве были католиками, но князь Великий Литовский, он начал строить отношения с Киевской митрополией. In sharp contrast to the forced conformity in the West, the Grand Duke indicated that he wished to be king of the people, not king of their consciences. И вот в этот период, то есть будучи католиком, но начав строить отношения с православными, великий князь Литовский говорит, что я хочу быть царем или князем народа, но не князем их совести. And after his death, future kings were required to guarantee mutual religious toleration. А после его смерти вот религиозная толерантность или терпимость стала одним из основ литовского общества. Poland, Lithuania, as the largest of the European regions, was a land of intersection where people needed to learn to live together that they may live. А польско-литовское государство, оно стало таким религиозным перекрестком, где вот люди разных конфессий, католики и протестанты должны были каким-то образом учиться жить вместе, работать вместе. Although Poland, Lithuania experienced the Counter-Reformation, for the most part it was a peaceful reaction that resulted in a Protestant minority. И хотя в польско-литовском государстве все-таки контрреформация состоялась, но она состоялась более мирным путем, и появилось таким образом протестантское меньшинство. Now, all this causes me to wonder if this Eastern legacy might teach into our current global situation. И вот эти уроки из прошлого, они наводят меня на следующий вопрос. А чему мы можем научиться сейчас вот в нашем глобальном сообществе, в глобальном или в мире, скажем так, глобализации? I have worked on this speech in the same year that Western Europe has experienced a terrorist attack in Paris and a homegrown terror attack in Brussels. Когда я готовил этот доклад, это как раз было период, когда вот состоялись террористические акты в Париже и в Брюсселе. In these moments, my students experienced similar emotions and confusions as my students at Loyola University in Chicago did during what we call 9/11. И вот, наблюдая реакцию студентов в нашем университете во время этих терактов, я вспомнил, как реагировали студенты в университете Лойолы, когда произошел теракт, который мы называем 9/11, то есть 11 сентября. I listened to my students, particularly those from Ukraine, Moldova, and Russia, and I know that the emotions are hot when they think about the war in Ukraine. И вот общаясь со студентами из Украины, Молдовы, Белоруссии, я видел, как они эмоционально реагируют на войну, которая происходит в Украине. The students do not like these emotions, but that is what happens when people cannot live together. И студентам не нравилась их эмоциональная реакция, но она была, потому что они жили вместе, и это было следствием отношений. Let's add to this the challenges of our modern-day refugee situation. И также вот второй вопрос, который в связи с этим поднимается, то есть кроме нашей эмоциональной реакции, это вопрос отношения к беженцам. The UNHCR reported that in 2014 there were 59.5 million people forcibly displaced worldwide. Комитет Объединенных Наций по работе с беженцами, они говорят, что в 2014 году было 59 миллионов 500 тысяч, то есть 59,5 миллионов беженцев. And an additional 38.2 million people are IDPs. Во всем мире. И также в дополнение к этому было 38 миллионов 0,2 внутренне перемещенных лиц, то есть беженцы, которые убежали из своего города, но не за границы своей страны. So 2 years ago, over 90 million people were displaced from their land. И вот 2 года назад, то есть в 2014 году, 90 миллионов, чуть больше 90 миллионов жителей, они покинули свои родные места из-за войны.
In my last visits to Kirkuk, Iraq, to meet the now Patriarch Seko of the Chaldean Orthodox Church, there were no longer any Christians in Mosul. И вот когда я встречался недавно с патриархом Саков, патриархом Халкидонской православной церкви в Ираке, то в этом городе Мосул уже не было христиан. Our world is increasingly tense, mobile, and shifting. Liberty for many is as fragile as a cross made out of glass. В нашем мире, в мире, в котором мы живем, растет напряжение, растет мобильность, происходят большие изменения. И свобода для очень многих людей становится таким хрупким понятием, как стекло. I don't like to hear my students say that refugees should stay out of the EU. Но мне не нравится, когда студенты говорят, что не следует впускать беженцев на территорию Европы, Европейского Союза. But many do, and they usually lean on their grandmother's needs for security and pension benefits. А многие студенты, которые против того, чтобы беженцев принимали в Европе, они против, потому что переживают за пенсии, за будущее своих родителей, бабушек. And I wonder how many grandmothers really feel about that, and if they'd appreciate being used in such a way as to erect dividing walls of animosity. Но я не знаю, нравится ли этим мамам и бабушкам, что вот их используют как стену для того, чтобы выстроить вот стену вражды между людьми, которые нуждаются между беженцами и жителями Европы. Я перефразирую. I'm glad to share that this negative view tends not to come from my students who are further east than Poland. И вот интересно, что я не наблюдаю вот такой реакции от студентов, которые уже, скажем так, вот приходят с Восточной Европы и восточнее. Maybe the reformational legacy of Eastern tolerance abides even in the midst of war and mass migration. И, возможно, вот как раз результат реформатского наследия в восточной части, эта терпимость больше проявляется относительно миграции и в условиях войны. As I indicated at the start of my talk, I am a Bible scholar, and I do not dream to offer anything here that will advance your scholarship. Ну и, конечно, поскольку я больше занимаюсь изучением Библии, но не самой истории реформации, то я не могу вам предложить какого-то вот нового научного взгляда на реформацию. But if you would permit me, I would like to develop my reflections into a word of encouragement. Но я хотел бы в завершение своего выступления мотивировать вас, ободрить вас относительно следующего. My Greek Catholic and Orthodox brothers and sisters speak of a merger that happens as people become closer to Christ. Мои братья и сестры, коллеги, греко-католики и православные, они говорят о единстве, которое возможно, когда мы приближаемся вместе больше к Иисусу Христу. I think this is a beautiful image, though I have still yet, as a Westerner, yet to comprehend the mystery behind this word merge. И, конечно, мне как западному христианину нужно больше осмыслить, что подразумевается под этим термином merge. Это не совсем единство, это как объединение, наверное, скорее, или соединение. But my Protestant friend from Uzbekistan appreciated this word, and he smiled when I said it. И вот один из моих друзей, протестантов из Узбекистана, когда он услышал об этой идее вот, объединения, он улыбнулся и сказал следующее. He thought it was a good way to describe his goals for evangelism among Muslims. Вот я хотел бы, чтобы мы вот именно с такой перспективы, с таким отношением рассказывали Евангелие мусульманам. He says, I wish simply to bring my Muslim neighbors to Jesus, that they might be one with me. Я хотел бы, чтобы мы могли привести мусульман к Иисусу, для того, чтобы мы стали едиными с ними. I will let the Holy Spirit bring them to church. И поэтому я хотел бы, чтобы Дух Святой их присоединил к церкви. In Galatians 5:1, Paul expressed what would become the heartbeat of the Reformation. It is for freedom that Christ has set us free. И как раз в Галатам 5 глава 1 стих апостол Павел выражает то, что стало одной из главных идей реформации, или вот этим
ритмом сердца, сердцебиением реформации. So I encourage you to lead your students and your congregations more toward the original vision of Erasmus and Luther, that people may experience greater union with Christ. И вот о чем говорит Павел, то есть это истина во Христе, она сделает нас свободной. И поэтому я хочу ободрить вас, чтобы мы направляли наших студентов, наши христианские общины больше к лучшему пониманию взглядов Эразма и Лютера, что люди могут пережить единство со Христом. Greater union with the earliest Christians and with one another through the Что они gospel of freedom. могут иметь единство с ранними христианами через единство в Евангелии, которое дает свободу, освобождает. I know these are difficult times, but I believe the East is able to teach the West. Я знаю, что сейчас вот в Украине тяжелые времена, но я знаю также, что Востоку есть чему, или точнее Западу есть чему научиться у Востока. Historically, the Eastern Church has modeled what it means to live together well in the midst of great difference. Потому что именно Восточная Церковь больше служила примером, что такое жить вместе, несмотря на различия. The Eastern legacy, coming from the Reformation, appears to have been one expressed many centuries before by Jesus in his final prayer in John 17. И вот именно в восточном наследии реформации я вижу, что молитва Иисуса Христа, она больше описывает то, что произошло у нас. I ask for those who will believe in me through their word, that they, do you want me to read the whole or? Да. Okay. Through their word, that they may all be one, just as you, Father, are in me and I in you, that they may also be in us, so that the world may believe that you have sent me. И вот если перевести буквально, Иисус говорит, я прошу, Отче, чтобы те, кто поверил в Меня через Твое Слово, чтобы они были едины, как и мы едины. Ты во мне, а я в Тебе. И чтобы также они были в нас, чтобы мир поверил, что Ты послал Меня. May it be that you, given your reformational legacy, may lead the rest of us toward this great goal. И поэтому я хочу призвать вас и себя, чтобы мы это наследие реформации, к этому наследию реформации направляли других. And may God grant you peace. И пускай Бог даст нам всем мир. Thank you. Спасибо.